Всем привет, с вами Вика. И давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же вас хочет, новое или бывшее? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, и мне сразу показывают, что вы настолько семейный человек, вот просто, ну, семья это у вас всегда была, есть и будет на первом месте. Все, что связано с семьей. У кого-то это могут быть, знаете, вот семейные традиции, это потрясающие отношения с родителями, с детьми. Это все, что есть вашим таким тылом, да, вот семья для вас тыл, это ваш якорь, который вас именно держит вот на земле, да, вот вы не можете, вы не представляете даже своего существования без семьи, без любимой женщины. У кого-то из вас проигрывается, к сожалению, что произошел какой-то конфликт, после которого вы ушли, ну, либо же от вас ушли, да, этот конфликт с женщиной, причем женщина, которая была очень важна для вас, ну, естественно, это разрыв семьи, да, это уход, это расставание, но я вам скажу, что среди вас есть те, кто еще имеют какую-то надежду, да, вот имеют какие-то, ну, такие, может быть, и невероятные мечты по поводу того, чтобы, а может, все вернуть, а может быть, она одумается, а может быть, она вернется, вот в таком ключе, да. Я вам скажу, что вот как-то по жизни такое ощущение, что все вокруг вас доили. В каком плане? Вот доили и в финансовом плане. Это и дети, и жена, там, я не знаю, родственники, друзьям нужно одолжить, коллегам. То есть, знаете, как будто вот все вокруг видели, что вы такой вот безотказный. Вы очень щедрый, вы добродушный человек, которому, ну, даже как-то неудобно отказывать, правда? Вот если тебя просят, тем более близкие люди. Поэтому, ну, такой вы, знаете, вот спонсор для всех. Вот реально спонсор для всех. Я бы сказала, что вот после вашего ухода, когда у вас, ну, такой не очень хороший момент был, причем здесь может проиграться, что вы остались даже и без денег, без всего. Знаете, вот как будто вы, когда расходились, вы оставили все. Вот как настоящий мужчина, вот как говорят, да, обычно, вот ушел в одних трусах. Либо же там с одним чемоданом. То есть вы все деньги, вы все блага, квартиры, там, да, вы вот оставили своей женщине. Тем более, если у вас у кого дети есть, ну, естественно, вы это все оставили детям. Потому что вы потрясающий отец, которого очень любят дети, но который не всегда может видеться с детьми тогда, когда хочется. Напишите, ребят, вот есть такой момент или нет. Однозначно, здесь любовь, отношения убиты, разбиты. Вот, знаете, под конец вашей жизни, ну, в браке, я имею в виду, да, вот, либо же в отношениях, такое ощущение, что ваша женщина превратилась просто в такую в холодную снежную королеву, которая ничего вам не давала, ни любви, ни заботы, ни ласки, ну, вообще от слова совсем. Вот вы в прямом, вернее, не в прямом, а в переносном смысле просто, ну, как будто вас добили. Да, вот добили, опять же, когда это добивает любимый человек, это вдвойне больнее. Ну, здесь стопроцентная измена, ребят. Даже если кто не знает, но здесь по дьяволу, здесь стопроцентная измена. У кого-то даже может проиграться, что женщина еще любительница вообще погулять, покутить и с бутылочкой пообниматься, да. Поэтому, в общем, не будем мы больше о бывшей ничего говорить, потому что это и не очень приятно, да, это и не нужно, просто чтобы вы вот поняли, да, у кого резонирует, не резонирует. Причем я скажу, вот вы когда разошлись, вы особо на женщин не смотрели больше. Вам настолько было плохо, что, ну, не хотелось. Вот никого не хотелось. Вам сватали, да, у кого-то проиграется, что вам предлагали. Вот давай познакомлю, у меня есть хорошая одинокая знакомая, вот в таком ключе, да, но вам ничего не хотелось, потому что вам было очень и очень плохо. Плюс кто-то из вас остался
после разрыва, ну, в не очень хорошем таком финансовом положении, как я сказала. И у вас голова еще болела ну, из-за других проблем. То есть работа, деньги, да, нужно как-то становиться на ноги. Плюс, я еще скажу, подкосилось ваше здоровье. Вот подкосилось здоровье, и, ну, не все из вас, да, вот как-то, ну, заботятся, что ли, о здоровье. Вот далеко не все даже. Вот вы настолько вот переживали свое горе, кто-то сейчас, может быть, переживает, что вы просто, ну, махнули рукой на какие-то свои такие проблемы. И я вам скажу, ребят, вот как бы это печально ни звучало, да, кому-то, может быть, не очень понравится, что ваше расставание, оно было, ну, так предначертано было. Вы по судьбе, вы должны были разойтись с этой женщиной, то есть ваша история любви закончилась. Вот определенный этап вам был отведен. Ну, так было, к сожалению, написано там, на небесах. Я вам скажу, что у кого уже произошло это давно, вы, в общем-то, уже стали на ноги, да, вот финансы, все у вас наладилось. Если кто сейчас пребывает в таком положении, однозначно у вас наладятся и финансы, и работа, вы снова станете на ноги, вы сами себя создадите как будто с нуля. Кто-то из вас захочет даже заняться каким-то делом, да, вот, может быть, открыть какой-то там магазинчик, либо еще что-то, да, ну, то есть вы начнете развиваться. И этот период одиночества, который у вас был или есть, ну, он пойдет на благо, потому что вы поймете, какие свои ошибки, да, потому что и работа над ошибками будет проведена, либо уже провелась, да. Вы поймете, как стоит себя вести, как не стоит, даже с теми же женщинами. Я думаю, многие из вас уже выводы какие-то сделали. Вот именно в периоде одиночества, в периоде затишья. Сказать, что вы очень активно устраиваете свою личную жизнь сейчас, но я никак не могу. Многие из вас могут реально полагаться на судьбу. Вот как карта ляжет и все. Вот будет как будет. Вот, ребят, напишите вот по-честному, вы полагаетесь на судьбу вот в поиске партнерши новой, там, либо же вообще построения личной жизни. Вот как, напишите. Потому что мне показывает, что вы, ну так, как бы пустили все на самотек. Будет, как будет, да? Я не говорю, что вы прям стали отшельником таким. Нет, период одиночества однозначно был у кого-то, либо же сейчас проходит, да, если вы недавно разошлись. Но сказать, что вы поставили на себе крест и сказали, что все, больше ни с кем не буду, я тоже этого не могу сказать. Итак, давайте-ка теперь ближе к нашему раскладу. Кто же вас хочет? Новое или бывшее? Ой, как интересно. Ребят, смотрите. Вас хочет не одна женщина. Мы сейчас будем более подробно разбираться. Во-первых, вас хочет однозначно женщина, с которой вы расстались. Она хочет, потому что, во-первых, вот мы когда расходимся, да, с партнерами, мы ведь все равно ну, никуда наши воспоминания не деваем, да, и все познается в сравнении. Так вот, то, что было у нее после вас, те мужчины, да, вот те жезлы, которые были, но они ее особо не впечатлили. Она думала, что немножко будет все по-другому. Она думала, что у нее и в интиме, и в финансах, и вообще во всей жизни будет все в шоколаде. Но у нее в шоколаде, но только шоколад не очень хорошо пахнет. Понимаете, о чем я? Поэтому, смотрите, она вспоминает о ваших жарких ночах. Она вспоминает, как у вас когда-то было это все красиво, романтично. Она прекрасно вспоминает и помнит, как вы вот заботились, чтобы ей было хорошо, да, чтобы доставить ей тоже удовольствие. Вот эти вот жезлы, которые у нее сейчас, вот либо же были после вас, да, мы не будем углубляться в ее интимную жизнь, в общих чертах мы просто затрагиваем. Они ее до такой степени не впечатлили, да, вот, ну, начиная от размеров, заканчивая какими-то умениями, да, потому что вы прекрасно понимаете, что постель с любимой женщиной и с нелюбимой, с которой просто всего лишь какие-то отношения, да,
Но это две большие разницы. Мужчина, ну, никогда не будет стараться ради нелюбимой женщины. Вы это прекрасно знаете. Кстати, напишите в комментариях, вот вы бы старались вот в интиме ради нелюбимой женщины? Я думаю, наверное, вряд ли. Поэтому вот она хочет, она бы даже вот не прочь с вами, ну, разочек-другой пороманить. Ну, это я так называю пороманить, но вы же понимаете, да, ну, попрыгать на жезле, так скажем, да, вот с вами точно так, тряхнуть стариной, как это говорится. Потому что вот все равно, вот я вам скажу, что у нее есть некоторое сожаление, что вот так у вас все с ней получилось. Вот есть. Вот что бы она ни говорила, что бы она ни делала, вот ей хочется с вами и повторения тех далеких жарких ночей, ей хочется повторения вообще, ну, той истории, которая была в самом начале, может быть, между вами, когда все было хорошо. Но, к сожалению, это пока остается на уровне фантазий. Ну, давайте для самых любопытных мы сейчас несколько уточняющих карт достанем. Будет ли у вас интим с бывшей еще в ближайшее время? Нет. Даже если попытки будут у нее, да, вот какие-то по сближению, если она даже включит, я не знаю, там глупую блондинку, начнет как-то к вам приставать с примирением, с какими-то уловками, начнет рассказывать сказки, вы ее, ну так, отправите, мягко говоря, восвояси. Вы прекрасно поймете, что она хочет. У кого-то может даже проиграться, что она, ну, чуть ли не в открытую начнет в какой-то ситуации приставать. Но вы, естественно, очень быстро это все расколете. Далее. Есть еще одна женщина, которая хотела бы с вами пошалить, так скажем, да. Эта женщина, но она внешне, конечно же, может быть, даже и не впечатлила вас, потому что она, почему-то мне вот хочется сказать, что она опять-таки как снежная королева. Я не говорю, что она плохая, но вот всегда почему-то у меня мечевые королевы, они ассоциируются вот с холодом, да, это не только у меня, вообще мечи, да, это холодная такая энергия, это люди, которые, как правило, не умеют проявлять свои эмоции, чувства, они могут быть очень сдержанные, такие беспощадные, ну вот реально, если коротко, то снежная королева. Она очень влюблена в вас, причем это может быть достаточно давно. Вы с ней можете общаться каким-то образом, у кого-то может быть даже по переписке. Но вот она, когда видит вас, она как будто немножечко тает. Вот эта снежная королева, вот в вашем присутствии, либо же во время переписки, если это по интернету, вот она тает. Вы для нее мужчина, но вот знаете, вот называют обычно достойный мужчина. Вот ей бы хотелось с вами даже не только вот пороманить, да, ей бы хотелось, конечно же, с вами иметь отношения, да. Однозначно, у кого-то может проиграться, что она довольно далеко, эта женщина, но тем не менее по интернету влюбляются точно так же, как и в реальности. Причем я вам скажу, вот, ребят, кто реально из вас переписывается, такой момент, что люди часто влюбляются именно в образ. Вот вы общаетесь, да, допустим, вы не виделись, а просто, ну, могли там, я не знаю, может быть, по видеосвязи, там, переписка, телефон, так. Но в жизни вы человека не видели. Поэтому вы какие-то качества ему додумываете, да, вот женщине додумываете. Вы можете приписывать то, чего у нее нет, и потом сами же в этот образ влюбляетесь. И так очень часто происходит. А потом, когда люди встречаются в жизни и понимают, что все не так, и человек совершенно другой, и тех придуманных качеств нет и близко, но потом некое разочарование. У кого-то может проиграться даже, что эта женщина не свободна. Но тем не менее она не против интимных отношений, да, не против, знаете, такой довольно глубокой связи, потому что ну, у нее семья неблагополучная. Вот она живет, скорее всего, там либо же ради денег проигрывается, либо ради детей, вот какие-то финансовые моменты. Это, знаете, это ситуация, когда
Просто два соседа в одной квартире. Потому она и позволяет себе и влюбляться в других мужчин, она позволяет себе и, может быть, какие-то романы, да, краткосрочные, но тем не менее. Давайте-ка напоследок посмотрим все-таки, будет у вас с кем-то интим в ближайшее время. У вас будут совершенно новые отношения, ни с одной, ни с другой. А это будет совершенно другая женщина, которая окунет вас в мир любви, в мир нежности, ласки. И, конечно же, с ней будут и жаркие дни, и жаркие ночи. И вообще потрясающие отношения, чего я вам всеми желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!